Продолжаем разбирать истории наших любимых сайтов. Е621 я уже разобрал и, между прочим, настоятельно советую посмотреть на канале. Подобных сайтов в наше время очень много, и моя цель заключается лишь в том, чтобы просто узнать их историю и прошлое. Давайте же начнем. Сегодня у меня на очереди сайт, который до сих пор продолжает свою работу в сети, и должен подметить, что сайт был выпущен раньше, чем наша любимая Ешка — Furaffinity. До этого я думал, что у сайта название Furfanity, и все это время я жил во лжи. В общем, не суть. Furaffinity от Ешки отличается тем, что Furaffinity больше как социальная сеть со своими примочками для разного вида художеств, когда та же самая Ешка может располагать малым только поддержкой медиаконтента. В 2005 году такие люди, как Алькора и Драгонир запустили в сеть сайт с этим же названием. Позже сайт постоянно перепокупали, поскольку социальная сеть была не особо-то популярна, а владельцам не очень-то хотелось над ним заморачиваться. Итоговым представителем сайта стала компания Frost Dragon Art, о которой в сети вы ничего не найдете. Скорее всего, эта компания просто владеет несколькими сайтами и пассивно зарабатывает деньги на рекламы и комиссии с пользователей. Изначальные авторы сайта очень размыты в своей истории, однако известно лишь то, что Драгонир покинул этот свет в 2024 году. До этого хоть он и продал сайт, но оставил свое место в виде администратора. До Furaffinity был основан сайт Shizzy Art, который был посвящен больше любому творчеству, но все фури-художники захаживали именно туда, поскольку список сайтов на время 2000-х был не шибко-то большой. Вспоминаем одного из основателей Алькора. Раньше этот человек был художником и любил выкладывать свои работы на Shizzy Art, но через некоторое время владельцы сайта решили запретить рисунки взрослого характера. Алкоре это не понравилось, и таким образом и возник сайт Furaffinity, где не было запрета на взрослый контент. Furaffinity также, как и Ешка, тоже имели очень сложную историю жизни сайта. Естественно, сайт с таким подходом, особенно который предоставляет доступ к взрослому контенту, имел проблемы с законами и многочисленными взломами. В 2005 году сайт закрыли из-за разногласий местного провайдера и недостатка ресурсов, а позже владельцы открыли сбор средств, который чуть ли не мгновенно покрыл все ближайшие расходы на перевыпуск сайта. Так как владельцы все еще искали надежного провайдера, раз или два в год сбои да все-таки случались. Да даже сейчас иногда можно зайти на сайт, а он может быть отключен, ибо провайдеры не могут вечно стабильно и безошибочно работать. Вплоть до 2016 года сайт набирал очень большие обороты, многочисленные коллаборации с другими сайтами, продажа собственной продукции и покупка других разных платформ, которые обеспечивают сайту более стабильную работу. Из-за того, что сайт не имел какой-то частной или законной подданности в лице Соединенных Штатов, он подвергался постоянным блокировкам, взломам аккаунтов пользователей и сливанием данных в сеть. А то, что пользователи вдруг нашли фишку рисовать кровавые арты, лишь усугубило положение сайта. Поэтому позже наш Драгонир уже на правах собственности с ограниченной ответственностью Frost Dragon Art в 2022 году снова открывает сайт и заявляет, что против артов, которые были сделаны при помощи искусственного интеллекта, ибо они не имеют никакой художественной ценности. В России же сайт заблокировали только 3 года назад из-за запрещенного контента. Драгонир страдал из-за осложнений легких и 6 августа 2024 года скончался. После его смерти сайт немного стал уязвимым и опять подвергся взломам, перенаправлению трафика, скаму и тому подобное. Удивительный факт, сайт также совместно с создателями за все это время проводили несколько фури-конвенций для продвижения сайта. Furaffinity до сих пор продолжает свою работу и служит очень хорошим путеводителем в мир творчества фури. Этот сайт позволяет переписываться, оставлять комментарии на постах у пользователей, выкладывать абсолютно любое творчество, а смотреть его могут только совершеннолетние. В отместку всего, одно из самых удобных для меня, чем так подкупает этот сайт, это то, что у каждого автора при его желании может быть его страничка, на которую можно подписаться и отслеживать своих любимых рисовщиков. На Ешке такой базовой функции просто тупо не существует. Все это делается с помощью других программ и расширений. Помимо всего, сайт полностью открыт для художников и даже позволяет заработать на своем поприще. Это заказ артов,
камишек, рукоделия, касающиеся фурсютов и тому подобное. Каждый день на сайт заходит как минимум 10 миллионов пользователей, как обычных, так и художников. Разумеется, у такого сайта есть и собственный маскот. Зовут его Фендер. И он наполовину лис и наполовину хорек. Без скандалов тоже не обошлось, но это и не удивительно, поскольку пользователей всегда много и не всегда можно уследить за контентом, который они выкладывают. Выкладывали и даже сейчас продолжают выкладывать эротику с присутствием несовершеннолетних личностей. Реже выкладывают свастику, и без крови тоже не обошлось. На удивление, сайт в рамках законов своей страны так и не признан запрещенным, хотя запрещенный контент там активно рисуют, и удалять это дело никто не собирается. Поэтому наотрез был заблокирован хотя бы в России. Вполне обоснованная причина. От себя скажу, что я на сайте Зареган с 2019 года, и скажу, что этот сайт мне нравится больше, чем Ешка, но при этом не факт, что тот или иной любимый автор моих артов может появиться и на Furaffinity. Обычно авторы заводят несколько социальных сетей по типу X, Ешка, Inkbunny, Furaffinity и так далее. Но не все. В этом и суть проблемы сайта. Некоторых художников бывает даже и отпугивает тот факт, что сайт открыт для всех и абсолютно для любого художества. Вот, допустим, одна из моих самых первых работ с графическим планшетом, и даже эту херотень я спокойно могу выложить на сайт, и никто и ничего мне не предъявит. Как по мне, сайт располагает к себе ближе, чем другие популярные со схожей тематикой. Он позволяет именно то, что нужно любому художнику. Возможность выкладывать свое творчество, брать заказы, выводить деньги и прочее. Поспешу заверить тем, кто владеет творческими навыками и тут же поноровится там зарегистрироваться с целью заработка, на сайте действует лишь государственные платежные системы, так что забудьте о всяких СБП, Киви и т.д. На Furaffinity я захожу чуть ли не каждый день и, скажу честно, пытаюсь более абстрагироваться от этого, поскольку обычные картинки я не вижу смысла смотреть, а взрослый контент я, естественно, люблю. Очевидно, что злоупотребление подобным контентом может оказаться для вас губительным. Я абсолютно не поддерживаю такой образ жизни, типа жить, смотреть фури-арты каждый день, составлять какие-то коллекции. Я больше люблю реальное времяпровождение. Смею вас предупредить, что сайт запрещен на территории Российской Федерации и абсолютно нежелателен для использования, если вы не хотите увидеть то, что развидеть потом не сможете. На этом все.